Так, звук проверяю. Так, звук проверяю. Ну, вроде как слышно меня. Так, звук проверяю. Ну, вроде как слышно меня. Сейчас выставим таймер и начнем играть. Горные кланы против форт нежити. Я за кланы на лорде маги. Оппонент Олег. Имя, и он играет на нежити. Какой у него лорд. Сейчас посмотрим в игре. На шаблоне ТТММ 72/72. Стандартные правила, без правил на моде Мотлина. Все готово к игре. Выставляем таймеры только и стартуем. Сейчас 16:19. Хочется часа за 4 сыграть. Или как получится.
Ему объясню, как поставить таймер. Чтобы таймер был одинаковый, я-то у себя поставил все значения. «600 секунд на первый ход, 110 минут, на второй 7 минут. И начиная с 7-го хода опять по 10 минут». Играем через Game Ranger 1 на 1. Ждем, когда выставит таймер, и уже хочется стартовать.
Ну что, нет ответа от Олега. Ждем. Ну, надеюсь, что он правильно выставил таймер, и все нормально будет с временем. Так, на 2 боя сюда, сюда, где я расположен. Правый вверх, даже ближе к центру, не самый угол. Сферы оставляем у мейна. Остальное второстепенному герою. Гримуар на Сферату. Небольшой вампиризм. Достался и зелье Всевышнего. Так, отыграть можно через метателей против нежити. Либо можно великана взять, либо через гномик, через что угодно можно играть. Но попробую через маленьких юнитов, чтобы понадежнее было. Так, где у нас сокровищница? Здесь руины. Здесь руины. Здесь можно сделать 2 боя первым героем. Через одного гномика можно сыграть и качать 3 ветки сразу. Так, сферу жалко сразу использовать. Здесь будет маленький гном втанчивать урон с переднего ряда. Задний ряд продувается нормально. Так, 35, 37. Гном защиту стал. Герой попал по всем. Так, здесь на травнице дольем опыт в, может быть, лучника. Не дольем, он сносит. На тритоне можно подлить. Или вообще ни на ком. Или в героя и в гнома залить, как вариант. Получается, заливают только рекрута. Сейчас подлил героя. Маленькая банка сюда. Здесь проход есть. 5 ходов. Второй герой нанимается. Пускай будет следопыт, инженер. Еще одного метателя. Возьмем сразу всех местных гномиков, чтобы менять их.
Два боя на инженере. Провести-то можно, вроде как. Ага, здесь арбалетчик, значит здесь метатель пойдет в отряд. Можно и на таком отряде сыграть. Надо больше банок второму герою дать. Сокращается опыт до повышения воина. Он на 12 всего лишь сократил. Гримуар можно и продать даже. Пока не буду использовать его. Надо залетать в бой. Здесь у нас два стрелка. 50 и 20. Можно мелкого снести. Гнул защиту. Ага, выдал минимальный урон. Чуть-чуть не хватило урона. Лишняя тычка от метателя идет сюда. Черта убили. Опять промах. Так, нужно добивать. Пока стоим. — 25. Но это он выдает максимум своего урона. Большую банку в гнома заряжаем. Стоим еще несколько ходов. Кого подлить и сколько подлить? 25 мне еще много боев, могу не успеть. Поэтому здесь особо не посчитаешь. Вот и следующий ход, два боя. Старейшину для жезла берем. Здесь у нас золотая шахта. Кольцо. И тупик. Тупик. У нас здесь здание нужно. 2 минуты осталось. Здесь у нас арбалетчика. Было бы хорошо залить в кого-нибудь. — 40 дамаг арбалетчика.
в этих троих. Не успеют убежать все. Это многовато промахов за первый ход. Так, минута на таймере. Нужно сделать задание для посвященной пока. И выучить заклинание рух. Ну все, пока подэкономим таймер. Рух на втором ходу можно вызвать для разведки. 3 боя есть за первый ход. Минус банка на воскрешение, потому что слишком много промахов. Здесь 2 боя у инженера, 2 боя у ученого. Но руины залетать вслепую получается на банке. Масса лечения на сфере, на всякий случай. А инженер бьет разбойника. Хотя это отряд больше под ученого. Масса задувка этих всех ложков. Но тогда у инженера 2 боя не вырисовываются никак. 200 доход следующий день. Допустим, гигант и руины. Магас аж здесь. Здесь берсерк стоит. 50 золотых получил от Олега за торги на расах. Он выбрал нежить. Я из оставшихся 2 выбирал из кланов и из эльфов. Для разнообразия контента взял кланы. Не так много игр видел, стримов в последнее время на кланах, чтобы кто-то играл на Мотлине. 2 рудника моих родной маны. Дедушка убежал в угол, который глухой. За скалой там еще есть территория. Вот здесь еще одни руины. Одни я забрал, и вот эти. Вроде как можно инженером забрать. Это 2 боя ученый через руины и разбойника. Инженер через холмового гиганта и руины. И потом уже нужно в сторону зоны Т-300 бежать. Такой план на ближайший день. Вот, пока первый ход 10 минут. В этот момент еще минут 7. Отойду на 3 минутки.
Так, Зельгадис на стриме. Привет, Зельгадису картинку чуть ниже попросил переместить. Я бы не видно, вот чуть подвинул. Сейчас должно нормально влезать. И чат отключен. По чату сейчас пока ход оппонента. Смотрю, не стримил 1,5 года, все позабывал. Управление видео. Чуть-чуть подвинуть вниз. Вот так. Поровнее стало. Типа чат отключен. Ну ладно, без чата или в следующем перерыве. Как-то настроить его. Типа трансляция для всех, и поэтому чат недоступен. Сейчас еще подровнял изображение. Должно все нормально заходить. Но по чату пока не получается настроить. Значит, будем без чата.
Так, мой ход. 2 скелета. Здесь 6 ходов, остается 4. Так. Банк на точность в героя. Потом сферу на 30 массовую и одну большую банку. Как бы вроде как должно хватить. Вот точность 88. 2 гнома. Принести еще одного юнита в принципе успеет. Фурат. Один шаг назад отойдет, все равно на 2 боя хватит. Через еще одну травницу можно. А, еще лучше метателя лучше возьму. Через метателей поиграть. Какой этот качанный гном. Нормально так накачанный. Стоит в блоке, тогда здание на воина в этом ходу. Вроде нормально на руины. Нашпиговали. Нашпиговали героя. Попал. Попал, молодец. И теперь сюда стрельнем. Вейт. Через вейт играем. Чтобы добивать. Так, добили еще один бой до апа. Гному, сотка золота. Регенка на 20%, релик. Здесь у нас что? Скелет, разбойник. Маленькой банки хватит. Герой. По герою никто особо не бьет. Культист ударит. Разок, а может и не ударит. Залетаем. Так, культист не ударит. Сколько у скелета? 30, у этого 25 дамаг. Ударили все, кроме крестьянина. В этих двоих залью чуть-чуть. Воин есть.
Этот подкачивается. На следующий ход здание для арбалетчиков. Так, на одном гноме будет сражаться. Тут у нас гигант. Разведчик, разбойник. Нормальный отряд рабочий. Приоритетная цель у лучника герой. Разведчика снес. Гном в блок. Теперь бьем разведоса. Разбойника бьем разведчика. Гном в блоке. И на гиганта навалить. Помогает с промахами. Нормально. Че по травнице? Еще бой с небольшим до апа. Укрепление. На укрепление это мне хватает мувов. Но надо подсейвиться. Вдруг там что-то неприятное будет. Через ледяной щит немножко броню. И можно банку на точность героя. Будет довольно безопасно на вторые руины. Погнали. Как раз они такие неприятные. В подмастерье бьем. Здесь как тут лучше отыграть? Особо никак. Крестьянину, значит. А теперь наваливаемся на лесного эльфа, пока он там не снес мне гномика. Ну, все нормально по рабочему. 1,5 минуты, сотка золота, чешуйка дракона. Примерно в эту зону я хочу бежать дальше. Заодно изучу сокровищницу эту. Упырь. В принципе, 2 саппорта. Нормальный такой рабочий отряд. Можно будет попробиваться. Изучено, все построено. Окей, 40 секунд. 48 секунд осталось. Начиная со второго хода у нас только по 7 минут добавляется. И краешек зоны за 300 я вижу. И сразу приятный вождь варваров с арбалетчиком. Это будет 3-й день. Можно вести как? Можно вести инженера на бой с орком. Сократ через мореплавание влетает в арбалетчика. С воином на фронтлайне можно пожить. Большую сферу в руку. Дамага маловато. Даже с 2 метателей. Можно было бы апнуть метателей на орке. Очень четко. Дать вот этого свежего гнома, допустим. Мне снова, чтобы он впитывал урон. Инженер подкачивает.
подкачивает двух метателей, которые должны апаться. И один точно должен качнуться. Гном впитывает урон. Потом ученый забирает себе арбалетчика. Или двух, или травницу. А воин на фронтлайне впитывает дамаг от варвара. И это мы пробиваем первый отряд за 300. Магазин как-то в стороне. Но вот здесь будет магазин, где распродаться. А для этого нужно по 200 монет приходит, 600 монет. Сейчас здание на арбалетчика 450 монет. На что еще потратить? На жезл уйдет 100. А вот здесь еще магазин. Здесь еще зона. Еще одна соседняя зона за 300. Но на лучниках то можно прощелкать ченнелеров. А спереди воин будет танковать. Тоже рабочие. Эльфийская мана здесь. Вот здесь что? Если быстро снести упыря, то вроде как паралич может и не успеть навесить. Но арбалетчик постреливает по 40. Его за второй круг уже надо сносить, чтобы он в третьем круге не вылез в инициативу. Что в зоне за 100? Осталось только сундучки пособирать. Это у меня соберет жезловик. Здесь может продаться. Здесь еще 2 сундука уже в следующей зоне. И как бы здесь больше делать нечего. Эта руина остается пока не расследованной. Здесь можно продаваться. Вот золотой рудник. В идеале бы продаться еще на монет 400, чтобы еще одного жезловика пустить по другому направлению, если первый пойдет вниз. Получается, он обменяет коцаного гнома на здорового и будет уже до конца игры ходить с коцаным гномом. А в него чуть-чуть залит опыт, может даже не чуть-чуть, может больше половины. Как бы надо его, этого гнома, потом вернуть к основным войскам, чтобы его подкачивать дальше. Так, по предметам нужно сейчас пересмотреть артефакты, как-то распределить, кто во что будет выходить, кто во что будет качаться. Получается, на следующий ход у мейнов только 2 боя. И то здесь, если по лесу обходить, через мореплавание он доходит до этого отряда, все там останавливается. Но чуть раскрывают эту зону. И уже с отрядами тир 2 юнитами всеми можно там, в принципе, качаться и выходить куда-то к городу в этой зоне. Через мясного воина это все можно пробивать спокойно ученым на выхиливании большими сферами. Получается, пока приоритетное направление налево и вверх, вот в эту зону за 300 по плану. Было бы интересно второе направление вниз открыть. И там кем можно? Королевским стражем пробиваться на блоках и
на каких-нибудь двух арбалетчиках. Либо качнусь пару воинов и дать воина третьему герою, который сюда вниз пойдет. Стартовое золото у нас 1200 было, то есть немножко золота хватает пока. Есть запас. Но разбрасываться тоже не хотелось бы. Походу надо максимально сюда подтянуться, провести бой с арбалетчиком и кинуть рух для еще большей просветки следующей локации, чтобы следующий ход планировать. Пока доход по мане 75. В этот ход я беру второй рудник. Потом уже жезловик пойдет сюда, эльфийскую ману возьмет. Нужен жезловик сюда на золото как можно быстрее. И он будет как раз проходить через эти земли. Где-то переноской мог бы отработать один ход по пути. Но главное, что у меня со второго хода 200 голды, нормальный доход. И через два хода 250 будет. Это позволит еще больше жезловиков покупать и еще больше маны завоевывать на лорде магии. Любая мана пригодится мне. Этот гном, походу, вообще не начинал качаться. И как бы здесь даже если в соло орка вливать, ничего не получится его выкачать. Второго воина. Либо оставить этого, потратить еще банку на лечение. Гарантированно воина выкачать. Кстати, тоже хороший вариант. Сейчас посмотрю по набранному опыту. Между этими гномами сравню. 2 воина в начале третьего дня было бы очень хорошо. Даже с учетом леса. 6, 8, 10, 12, 15. Он может и не дойти. С учетом леса. Возможно, хождение по лесу кастовать придется. Плюс еще мореплавание, плюс рух. В начале игры, получается, рудник моей маны надо завоевывать в этом ходу и еще искать, что поблизости есть. Пока гномы раздуплятся через реки, через леса. Очень много маны можно повыжигать на это все. На 3 стрелках в бэклайне видится сладким этот разлом завоевать. Например, упыря как самого опасного снести на старте, потом заняться арбалетчиком, а потом уже ложками лесным эльфом. Но это все надо через реку скакать туда-сюда. Получается мореплав каждый ход на ученого. А где-то еще и хождение по лесу скастовывать придется. Соответственно, птица и рух особо не поспамлю.
Ну, хорошо, 2 руины из 3 на стартовой локации смог захватить. Это плюс 200 рублей и предметы на продажу. По экономике в плане особенно денег должно быть все неплохо на старте. Такая статуя прямо перед замком стоит. Вот здесь какой-то вообще глухой угол. Там что-то должно быть, но туда идти вообще не в жилу. Если только у кого свободные руки будут. Сундучок или пару сундучков собрать. Кстати, в этой версии мода, походу, по планкам опыта уже не будут спавниться ни пауки, ни людоеды, ни тролли, ни красные пауки, ни какие пауки. Походу, они не вписываются ни в одну из локаций, если только в зону за 900. Потому что я не видел, что они и там генерируются. Но по ощущениям оппонент не быстро ходит. Соответственно, он должен выжигать таймер тоже почти в нули. Сколько я не засекал, может, первый ход он быстрее походил, подэкономил немножко таймера. Вот сейчас после второго хода, по ощущениям, долго идет ход. Наемники. Как бы сейчас нету смысла, а потом, если третий герой покупается через лавку наемника, ну ему тогда дорога вот прям сюда налево проложена. Опять же, не строго вниз идет, а ближе к центру, через вот этих отрядов. Надо просвечивать зону за 300 и там как бы координировать свой план дальнейший по продвижению. И забирать город нужно, который в этой локации будет. С городами большая угадайка. На охране могут сидеть полные лохи, а могут быть неприятные дядьки. То есть здесь интересно, что сгенерится мне на город и какие там трежеры будут лежать. Можно рух запустить в конце хода вот под этот сундук. 2 сундука. Плюс продажа лута. Либо уже на следующий ход героем через лавку и вот дальше через эти реки скакать. Какого-то элементаля прибить или ящера. И распродаться по дороге, конечно. Деды в бой идут одни деды.
Орк сладенький под соло заливку. Но прям так рассчитать, чтобы мелкий гном в соло заливался в конце боя, сложно. Один промах и все, там, наверное, порешают его, когда все убегут. Короче, то, что вижу, я уже по 1000 раз попросматривал. Хочется еще засветить и какие-то новые отряды изучить для кача. 2 скелета. Так, аккурат вход хватает ему. Теперь... Ну, в соло-орка он, конечно, качается. Это чисто, чтобы подэкономить банку. Получается, заменяем гнома. Потом он каким-то образом передастся обратно. 5 броня, 5 здоровья. Артецкий. Ну, погнали. Без каста зато мы можем пройти. Орк выиграл Винни. Не очень хорошо. А этот что у нас? Тоже качнулся бы. Можно в двоих залить. По 40. 40. Ему хватает. Этот чуть подкачается. Молодец, орк 2 промаха сделал. Шикарно. Уже потиху надо убегать. Но он же не выжмет максималку. Ну, мелкий гном не качнется. Но и не умрет. А, здание. Здание. Через мореплавание может не хватить ему. В одних лесах застревает. Хватает через мореплавание. По дамагу там не так уж много будет у нас дамага. С первого уровня существами 85 здоровья. Во-первых, самому надо банку выпить. Здесь надо большую банку хила. Призывы. 10% от урона это, допустим, по 3,90. 9 где-то будет разливать. Регенка. Но эти качнутся все. Варвар выигрывает в инициативу и, получается, вносит 80 дамага. 90 дамага. — 85. Это здесь они бьют 40. 70. Маловато.
Выиграл варвар в инициативу. Что там, 100 еще один ход протянет. Можно сразу дать банку. Черта убили. Но он не пробьет, можно рискнуть. Этот еще не качнулся герой. Так, у нас есть жезловик с гномом. Продаваться будем в следующий ход. Можно нанимать еще одного чела. На ману жизни. Ну, можно через верх пройти, да, поднять пару сундуков. Переплыть реку. Пару сундуков и еще успеть жезл поставить. Ага, еще один золотой рудник. Талик против разума. Чуть просветили. Что здесь? Здесь гном чуть коцанный. Все, третий ход сделан. В зоне за 300 начал воевать. Элементаль, Ченнелер, Оракул, Тритон. Ну, 3 лучника хорошо влетают сюда. Как раз 3 сильных лучника у меня есть. Но уже чувствую, на мореплавании придется бегать. Потому что здесь через реки довольно как-то тяжело. Мувы теряются, режутся жестко. Если этот старейшина собирает 2 сундука, ставит здесь жезл, подкидывает сюда лут, эти распродаются и бегут. В теории вот сюда можно забирать этот отряд с 3 лучниками, но это именно на инженере. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Не хватает. А еще подраться с кем-то. Можно вот здесь подраться. Поставить на убой воина мясного. С кем тогда ученый будет драться. А ученый... Получается 2 мореплавания кастовать в ход.
хотя бы уже прирост маны 125. Окей, надо обдумать все. Ошибка. Ну, получается, нижний жезловик, где собирают 3 сундука. И здесь между струйками сочится по направлению к руднику золотому. Ставит на эльфийскую ману параллельно. Этот жезловик ману жизни приносит. Потом прорывается к голдянке еще одной. Реликт 75 в лицо, по-моему, из заднего ряда дает огнем.
Эти сладкие мишники. Например, под призывом со сферы орка. Но там герой не успеет все сферы раскидать на лечение, на призыв. Еще и боевой воин 2 не проиграет. Тогда будет тяжко ему. По идее, можно даже не в этот ход продаться, а в следующий ход. Вот этим старейшиной он тут будет проходить через лавку. Тогда надо сейчас весь лишний лут выкинуть сюда, чтобы он шел по ходу своего движения, продался и дальше пошел. Потому что мейнам надо 2 боя провести. А чтобы провести 2 боя, инженер должен передать 2 арбалетчиков. Сначала взять, побиться и потом передать обратно ученому на бой с элементалями. Ну, один промах одного арбалетчика и уже чиновер раздупляется. Если он раздуплится, надо тогда сферу на массовое лечение на 30 в руку ставить. Здесь бы арбалетчика накрыть в инициативу, было бы вообще красота. Мне надо всех тогда забрать отсюда и потом всех отдать. Здесь типа доходяги пока ходят. Три ветки, получается, 3 хода первых, 3 здания только для юнитов отстроил. А нужно еще гильдию построить. По бабкам 200. 300 будет рубасов. Жезл сюда. Здесь жезла не будет. Здесь плюс 300 лавы. 40 эльф, 35 упырь, 75. Можно загрузка. У нас автосейвы вообще стоят. Я-то не сейвился вручную. Автосейв, может, перед моим ходом был.
Ну, давай загруз. Что там по таймерам накинула до хрена всего. Хрен с ним. Ну, ладно, пускай переходит свой ход. Тут просто призрака удалил. Ну, как бы ничего критичного. Что сделать только 7 минут. Как бы все уже изучил, разрисовал следующий ход. Ну, реликты хорошо отстреливаются 3 стрелками. Город, получается, вот здесь дорожка ведет к нему. Или вот он за скалами где-то. Ну, типа за загруз автосейва будет.
Бонус 7 минут халявных сверху. Небольшая компенсация. Все по мане. 350 маны будет на мой вход. 2 мореплавания. 150 маны останется. И вроде как мореплавание на каждом ходу по 2 каста надо давать. Значит, надо искать еще один свой рудник родной маны. Получается, уже птицей рух вообще не поспамишь. Свитки надо в магазине посмотреть и посохи. Сундуков сейчас соберу по пути 3, и там тот, который я уже скинул, 4, и рядом еще один сундук. Все рядом с лавкой. Можно попродаваться хорошенько. Здесь сундук и лавка есть рядом. Но лавка как бы через реку. Возвращаться опять не по пути. Дальше уже зловить низом пойдет к золотой шахте. Там может еще лавочка будет. Походил, окей. Сфера яда, 25 смерти. Вот город вверху. О, все банки на варды от всех стихий. По лесу не проходит нормально. Отсюда поставим жезл. В единственную клетку. Можно сюда ставить жезл. Типа вялый на одну клетку больше пройдет. Второй жезл примерно вот сюда попадает. Талик воды. Тоже своим ходом проходит. А он без мореплавания не обходится, в принципе. Хотя ему надо подбегать сюда.
13. Большая банка и маленькая. Две больших в руку. Так, тут арбалетчик, упырь. В парале будет сидеть тогда, получается, долго воин. Без усилялок, просто своим ходом забираете на руины. Что по упырю 43. Этот стрельнул. Он уже стрельнул, значит, через вейта можно сыграть. А упыря следующим кругом выносим. — 41 мало, выжил. Этот выжил хорошо. Вроде как успеваем. Ну, следующий ход ходит лесной эльф. Добивает гнома, получается. Надо сейчас банку давать. Хотя убивали упыря. Все выиграли вини. 4 всего. Ой, зря бил. Подлечит. Хотя и так на 2 тычки раскладывается. Этих подзаливать надо 29, 25. Всего давать в одного из арбалетчиков. В этого. Сотка. Релик для сфер. А так он уже и не успеет побить. Так, там мы оставим чешуйка дракона. Заберем. Отсюда, откуда-то бы напасть. Влиятельности свиток. Сферу на продажу. Это оставляем. Регенка. Релик. Варды оставляем. Свиток оставляем. Меткость одну оставлю. Сфера гоблина.
Получается, у меня было 22 секунды, если бы не накинула нам таймер. Тритон. Здесь будет меткость повысить всем челам. У них 90, и так у этого 80. Тут лучше не жадничать, а нормальную банку на 50 дать. Ченнелер, элементаль воздуха, ченнелер. Сферу на воздух, в руку на всякий случай. Переживает первый удар. С ченнелера должны сносить четко. Кто там еще? Оракул. И масс-сферу на всякий. Так, предметы в руке, все, можно нападать. Сразу косяк. На 40 лечит еще 2 тычки от арбалетов. Ченнелер бил. Можно вообще думать. Ченнелера вынести и уже заняться элементалем. Ну вот, нормально так. Заливать оракула можно. Арбалета. И в героя, допустим. Арбалет вот этот качается. Еще сотка арбалет получается. Здание. Здание на гильдию. И подводить вора. Уже надо скоро здание на воина делать. Так. Походили. Все, походи. 3-2 по земле. Здесь вор не успеет просветить. Слепую со сферами какими-нибудь конкретными. Вот так-то тут далековато друг от друга отряды расположены. Хорошо, хоть по одному бою на каждого героя получается. Здесь, если пойти вниз,
получится 2 боя у инженера. Но у ученого тогда ни одного боя не получится. И обоим надо мореплавание кастовать. И так 2 мореплавания, наверное, надо будет. Посмотреть, сколько у маленького гнома можно набить уровень на отряде из зоны сотки. Если вот эти двое апнутся, уже идти сюда. Метатель точно апается. По гному надо смотреть, что там по опыту. Вроде как не хватит ему 25 опыта. Да и тут дамага вообще по нулям почти. Тяжело будет даже такой отряд пробивать. Город здесь, но он же не может быть глухим. Там выше скал должен быть проход дальше по этой зоне. Вот алхимик регенку дает, если травницу выкачать. Три 2 по земле, я чисто за счет рудников на 1% больше владею. Она жизни начала добываться. Сейчас ману эльфов забираем. Большая распродажа сейчас в этот вход. Сундучок под шагом подкинем под магазин. Старейшина продается, там нормально так денег будет. Типа как третий герой можно нанять. Здесь неплотно юниты стоят. Маловато боев получается. В идеале инженер, если я уж пошел наверх влево, инженер через руины. А ученый через варвара со сферой орка. Арбалетчик и воин уже могут скоро рассчитывать на здание для Т3. Получается, эти руины без вора я исследую. Вора никак не смогу дождаться. Будет вор ходить просто в качестве массовки.
350 на старте дня будет денег. Получается, я просто обошел этот город с другой стороны. Где-то дальше там уже скоро еще более мощная зона. За 900, которая... У меня ценность отряда 414 уже. Но Алекс спалил рестартом, что у него как минимум привидение есть, которое он еще и застопал. Это просто тычка хранителя горна, и все, оно отлетает. А дальше у него там вряд ли через Виверну играть. Какие-то зомби на фронтлайне. Если потому что у него еще королева личей сзади. Либо один зомби, а второй чернокнижник. Мощный бэклайн, под который у меня стрелки как раз раскачиваются. Кстати, уже надо решать, в кого пойти, в борца, либо в ветерана. В теории горец тоже может на переднем ряду танковать, быть щитом. А так его как бы на финалке поберечь. Там он импакт унесет больше, чем ветеран. Если бы я был не на лорде магии, мне бы уже просто на мореплавание не хватало бы уже маны. Там было заманчиво на лорде повелителя гильдии поиграть. Но пока эти отряды я и так пробиваю даже без особых бафов. Вот здесь реликт лидер. Меньше шансов подтасовки отряда. Вот здесь, да, реликта бы на первую линию передвинула бы, скорее всего. Тут как бы тасовать вообще нет смысла. Эти все отряды уже и так забираются налегке. Вот здесь много шелупони всякой. Неприятный отряд с горгульей, с чинолером. Как бы с ними не обязательно воевать. Где-то подсейвить мореплавание можно. Инженер своим ходом вроде добегает до руинки. Потихоньку гном отрегенивается. Ученому надо выбирать что-то из навыков. Есть релики, есть артефакты, есть
Талисманы есть, инструктор. Пассивки у меня только у алхимика и у ветки друидов. Они регенку дают. А пока этот друид появится. Где-то было бы хорошо на подкач сунуть травницу. Здесь дамага не хватит. Тут надо за 2 круга воина одного только сдувать. Потом варвара еще 2,5 круга. И через сферу лечения большого. Здесь нужно 2 стрелка сзади и маг. Еще здесь неизвестно, что загенерится. Здесь попроще. Реликта убиваешь, и остальные ни о чем. Как я долго к этому руднику буду идти через эти заросли, что не пройду даже. Два скелета в центре. Стрела с реалики, царики. Ну, лидер, ладно, как бы по талисманам лучше. Хотя с его инициативой он что-то там накинет, всех порешают. Такие жесткие дебри. Так, я здесь не пролезаю, а вниз. Придется вниз идти, а сюда надо еще кого-то вести.
Так, нет. Кто меня разведает? Никто. Туда. Тут много чего у него есть. Корона 60. Варды. Сфера яда. Продаю. Разум. Это все оставляем. Так, как раз 20-ка. Значит, это здесь надо стать. Ого. Охотник 40. И эти челы как раз у всех урон по 40, а у них по 45 хп. Типа снести охотника. Потом ложков. Гном. Последнее зелье точности. Там все оружием бьют. Для больших банки надо лечить гнома. Вот, точность меньше у инженера. На первый ход. Так, а талисманы у меня еще нет ни одного талисмана. Где-то ж выпадал у кого-то. Вот это надо было продать еще. Книга. Девяносто. Кольцо и талисман на разум. 4 плюс. Ну, вроде хватает ходов. Так, что у нас здесь? Разведос, сектант, охотник. Мы первый круг охотника сносим. Этот получает воин очень много. 70, 110 яд. Ну, до хрена, короче, прям. Две банки есть. Так, промах, хорошо.
Может, возьмет 45-ку. Уже вообще ни хрена. Да, ёпта. Кто еще не бил? Я сползет. Герой откисает, да. Нет, выбил 45. Тритона 49 залить. Это очень подозрительно много промахов со всех сторон. Герой ап. 300. Гномик не выдержит там таких тычек. Опять надо 2 арбалетчиков брать, потому что больше дамажить некому будет. Сюда доходим. Нет, можно большую сферу на лечение, и эта сфера орка была. Так не напрягал воин. Титан. Молодец, выиграл инициативу у всех. Сейчас раскладываем варвара с промахами дикими. На мужика попал. Теперь могут... Ну, герой не может убежать. В дома залить. Короче, во всех, кроме одного из арбалетчиков. В троих. Сейчас следующий бой он апается. Давай горца сделаем. 120 лаве. Экономлю пока деньги. Здесь тоже на 2 боя не хватит. Надо 3-й левел получать героем, тогда смогу доходяк подкачивать вот эти. Голд шахту смогу наконец-то сейчас забрать. Здесь вроде чувак зарылся. Пойдет вообще в неизведанные вниз в землю. Ну, стандарт инженер на 2 арбалетчиках. Дерется с реликтом.
Если здесь мелкого гномика вперед поставить, в принципе, можно, я думаю. Вот этого мелочи-то прокачать. Будет уже 2 воина. Один скоро станет горцем. Титана можно раскидать. Я без городов играю. Сейчас зарулю сюда вверх. Можно с обратной стороны выйти к этому городу. Можно этот ход попробовать без... Вообще без траты маны. За ход я слил 300 маны. Мореплав, птицарух и еще ледяной щит. Если брать нового героя, то уже логичнее из города, чем из замка. Получается, что просто 2 бойчика небольших на 300-х. На 800 лаве. Чисто подсейвить деньги пока что. Разведчику можно обзор даже вкачать, чтобы на передовой бегал. Просвечивал побольше клеток. Можно мощный талисман посмотреть и со скидкой через свиток купить. Если прямо лететь сразу к оппоненту в его локации. Но только 200 маны. Денег еще больше станет добываться. Хотел птицу-рухку пустить на разведку. Вперед себя было хорошо. Либо свитком просветить. Сейчас нужно уже, конечно. Здесь залетает с 3 стрелками без вариантов на реликта. И выкачивает гнома 1-го тира. Здесь можно травницу подкачнуть.
Это я еще и здание для горца лупанул. То есть по экономике, по деньгам все в порядке. Сейчас нужно здание для стрелка. Там же один из арбалетчиков на подходе. Чуть-чуть возвращаться придется, если этот город забирать. Но там можно и третьего героя нанять. Прямо начинать пылесосить все подряд, если бы отряды еще поплотнее стояли. Хотя бы как здесь, хотя здесь тоже не особо плотно. Вот как тут, например, по 2 боя 2 героям. Так, надо сейчас пару секунд уделить, чекнуть, что в лавке есть. Может быть, через свиток купить какие-то предметы. Протравить можно реликта, но смысл? Вроде как и не хватит мовов вору. Значит, через реку будет делать 2 хода. Вот здесь аккурат проход есть мимо шаманки. Надеюсь, там не будет затыка для жезловика. Его уже много лута тем временем набралось. С 7-го хода по 10 минут у нас на таймере будет. Добавится времени. Скилла вора никак не сунуть. Вроде как нет. Но каждый ход по 2 скелета призывает чисто на разведку. И привел он откуда-то снизу его. Значит, здесь можно как идти более-менее спокойно. Уже по одному скелету.
Так, меткость, острый глаз, великий, сфер, талисман. Острый глаз. Сразу просветку даем хорошую на архонта. Там жезл. Вот еще один город. Вот моя мана. И что не хватает двух ходов. Это будет долго прорастать. Здесь нельзя. Но главное, чтобы меня тут не подрезали, конечно. Свою ману забирать нужно обязательно. Даже кольцо. Что по свиткам сила, меткость, истинное зрение за 200 монет, посохи, мореплав, зрение, рух, по талисманам. Так. Сопротивление смерти. Можно закупиться чуть, пока здесь я. Сопротивление разума. Пускай будет этот талисман. Значит, истинное зрение. Хорошая сфера на минус 60. Надо идти бы талисман ударами. 25 мороз. Разумом бьет. Угу. Тетива. 45 воздухом. Сфера инкуба. Воров пробегает сюда. Своим ходом не хватает. Через мореплавание. Здесь все чисто. Обзор у нас хороший. Маленькие баночки закончились. Нет, еще есть. Сюда нужно передать пару банок. Как раз этим челом нужно по банке мелкой. Так. Тогда с этой стороны заходим, чтобы можно было войско передать. Пускай ему в рожу банку на огонь передал. Отхилять должно хватить этих банок.
Самый мощный по урону тритон. Качаешься, чел? Сделано. Теперь что тут у нас? Какая зона за 300? Типа я его практически обошел. Было бы интересно сюда залететь, а это уже на потом оставить. Здесь всего лишь горгулья. Чуть до варвара не хватает. И взять городишко. 6-й день всего лишь. Горгулья, принцесса воин, дикий кентавр. Это значит, что... Блин, жаль, этого работягу подрезали чуть. Кто дамажить будет? Принцесса в центре стоит. Маленький хил. Или даже вот на воскрес. Сфера меткости. Выкачивается же все четко в горца. Хорош промах. Супер. Гаргу убили. У него 65 дамаг. Я его быстрее снесу. 40 и... Блин, на грани он... Так, 2 третьего уровня юнита появилось. Вроде как все. Хороший ход. Скелет лутнев. Чуть разворот в город. Его как бы надо брать рядом с городом лавка. Здесь еще голд шахта. В 3 героя можно идти целой толпой и прямо все тут забирать, качаться. Вот этого же злодейка можно подсейвить. Уже очень много лута. Лавочку какую-нибудь найти. Этот город я еще не вижу, кто там сидит. Уже не так важно, уже 2 третьих тира появилось в войске. Здесь варвар со священником. До священника залить можно опыта. По доходу 250. Еще рынок. 3 рынка рядом. Ну, это уже как его локация, ближе к его респу.
Баньша что-то там стыкануло. Здесь вроде как пройти нельзя особо так. Теперь по земле сравнялись полностью 4-4 по процентам. В городе 2 боя, внутри еще тоже охрана сидит. Как-то мимо варвара оббежать бы, чтобы его на обратном пути забрать. Либо может не возвращаться к тому городу, а идти дальше. А мне как форпост нужен, откуда нанимать воров, чтобы не из столицы все это вести добро. Почти отыгрался Гром с первого хода игры. То есть у меня жезлов нормально так наставлено. 4, 5. И по земле одинаково. Либо у него столько же жезлов, либо свой город взял какой-то. Неудобняк так будет петлю делать, на город возвращаться свой. Вроде как придется. Качаются ребята нормально. В 3 героя и жезловик в качестве переноски. Просто идти безумной толпой туда сносить все. Третий герой успел бы здесь порыться. Ну, интересно, в одно направление целая орава идти. 250 монет будет. Рынки надо забирать. Тут 300, тут 300. Тоже 600 монет, плюс он практически герой отбивается. Можно взять королевского стража с Йети, например, на случай, ну, что там может прилететь кошмар, пока рано еще. Энд. Хотя Энд и таких моих лимитов не особо будет пробивать. Можно хождение по лесу инженеру кастануть, чтобы он бил первый бой, например, а ученый второй бой на город, а варвара на обратном пути добрать.
А, ну это голд-шахта, к которой я шел. Ну вот через 2 хода еще одна золотая шахта будет у меня, если не подрежут. И как бы собрать такой мощный кулак из 3 героев, пару жезловиков и пару воров. И идти надвигаться, не давать ему как бы накачаться. Он через центр мейна проведет вот через этот город. Тогда надо открыть его, обрезать ему путь подпитку из замка. $225 маны рун в начале хода будет. Хорошо, здесь нашел рудник. Скелет нашел мой замок, только я уже не возле своей столицы тусуюсь на 7-й ход. Сколько побед? 8 сражений, 7 сражений. 15 побед за 6 дней. Максимально могли 24 боя провести, провели 15. А, так это готовый шпион. Типа 200 монет надо потратить. Так, лавка, лавочка, распродаемся. Да, придется 200 рублей еще на одного вора тратить. Как проход? А, так лес не изучен у меня. Только мореплавание. Одного хода не хватает. Истинное зрение. Но можно изучить лес. И стартовать его еще на последнюю ману. Потому что надо пробить город. Что по городу? Классические вожди варваров, дикий кентавр. Тут можно до этого докачивать и начинать воина качать. Талисман, истинное зрение. Скастовать можно.
40. Вот так-то они пробивают. Нужно пару банок на отхил, нормальных банок. Травницу выкачать, типа. Ну да, возможность есть для травницы. У него 45 дамаг. Так, Таур ударил, но он еще будет бить. Хорош, снес. Теперь дикого кентавра валим. Что-то гном не очень хорошо себя чувствует. Не выиграл в инициативу. Кто-то отъедет, арбалетчик. А, так я вообще тут не вытягиваю. Стяг инквизиции. Такой ценой посвященную выкачали. Воин ада. Можно горца поставить. Тут его лучше уработать. С большой сферой. И все, особо ничего больше не сделаешь. Сфера жизни, например, еще может пригодиться. Мелкого подкачать еще можно здесь. Так, сфера в руке правильная. Промахов очень много идет. Ну вот, промахнулся воин ада. Наконец-то. Все хорошо прошло. Что в городе? Талисман Лича. Книга огня. Нормально. Так, 200 монет есть на вора.
Получается, что 2 стяга Инквизиции, а магазы только там. А мне надо в этой зоне порыться. Получается, как вариант сейчас не кидать ему шпиона. На следующий день купить героя. И здесь почистить, по 2 боя попроводить. Ну да, вот так нормально будет. Экономим 200 монет. Просветку дать. Сундук валяется. Возможно, вверх пошел. Ну вот здесь кресты. Берсеркер в зоне за 300. Он еще городу не прошел. 6-4 по земле. Здесь 3 боя надо делать. 1 бой новым героем сюда. Сразу же 2 бой им же. Потом арбалетчиком руины. Передача войск. И ученый выбегает. Ученый вообще без боев. Может, он максимально пробегает сюда. А на следующий день 3-й герой здесь дерется. Надо чуть вверх. Это уже зона за... Это уже зона за 900. И здесь Мститель. Надо Мстителя посмотреть. Характеристики. Ну, 275 огнем. Брони нету. Источник огонь по 6 целям. Сбоку стоит. Еще реликт огнем. И разрушенный храм. Тоже за 900 будет награда. Так, тут мне надо ставить жезл и скидывать вору лут, и вор бежит чуть обратно и разведывать эти руины, например. Здесь вообще можно без разведки прыгать. 3 дальника, например, и новый герой. Либо посвященную чуть покачать. Взять горна. Взять свежего арбалетчика. Там еще зона продолжается. За скалой как бы. Мана эльфов еще одна.
Вор первый пошел, получается, подблочил проход чуть-чуть. Либо ему шажок сделать к сундуку, забрать, открыть проход жезлу. Тот берет второй сундук, скидывает лут и ставит жезл. Еще одна моя мана, до сюда он дорастет сам землей. Здесь нужно жезл ставить. Здесь жезл. Здесь сейчас, кстати, мощно распродаемся. Можно пару банок на выживаемость оставить. Еще один рудник золота. Вроде как в один ход не успею все сделать. Тут через лесок пройти. 300 монет. Здесь прям надо стражу покупать и побиться им 2 боя. Покачать юнитов, чтобы основные не теряли темп. Потом может купить жезловика. Отсюда он станет переноской по одному юниту передавать инженеру. Инженер дерется, пробегает немножко до лавки примерно. Передает ученому, ученый добегает. Куда-то до реки почти что, а в следующий ход кто-то из отстающих дерется с варваром, по цепочке войска идут дальше, и мы забегаем сюда или в зону за 900. Но Мститель 800 огнем, плюс еще реликт есть. А инициатива 60. Но получается, что он реликта перегоняет. Или у них одинаковая инициатива. Не, у реликта 65, значит он первый. Он снимает с кого-то одного вард. — 275 хп, без промахов, надо снять за круг. Он еще сбоку стоит. Они снимают только, ну, даже если 3 стрелка будут, ну, 3 стрелка, 3 защитника горна, может, и снесут. 210. Останется тычка какого-нибудь. Ну, может, надо героя, на новом герое на королевском страже, но для этого надо знамена успеть выучить. Ему именно через знамя играть. А знамя на 3-м левеле дается. Или как бы не заморачиваться с зоной за 900, а просто к оппоненту прийти подщемить его через 300-ю зону.
Ну может и зря я шпиона не закинул, потому что сейчас у меня будет много денег. Этот распродастся. Как минимум на 100 голды он бы в любом случае распродался бы, а 300 еще за начало хода начислят. И здесь я возьму еще 300 монет. Потом новый лут продам в этой лавке. Плюс еще 2 голд рудника, может быть, заход получится захватить. В общем, по деньгам там вопросов не должно быть. Если здесь удачно совпадет, то руины за 900 было бы неплохо. Сферу ледяного дождя под возможные финалки взял, типа, чтобы 60 дамага сразу заряжать. Еще и водой, который, ну, может, конечно, быть от воды что-то против горцев, против отшельников. Даже, скорее всего, против воды что-то он может поискать хотя бы, попробовать. 13. Какой у него лут? Маленькие баночки. Даже 2 больших оставлю, все остальное продам, чтобы меня не подрезали. 335 монет. Когда я соединюсь войсками, тут сказать сложно. Пускай он будет распродан. Теперь шажок. Сфера меткости. Пустой идет. Ну, может, лучше вот так пробежать более к своей зоне. Все равно в следующем ходу шпиона буду кидать. Не подрезали. Так, 700 монет. Трудись, Трудульф. Так. С кем я хотел бежать? Во-первых, банки. Еще одну банку. Одну на воскрес. 2 на воскрес на всякий случай. Пару мелких. Талисман Лича. Потому что рекрут еще сразу у нас. Так, ладно, давай сюда горно. Варвара некому бить. Он будет в блоке стоять. Это свежий горн. Ой, свежий арбалетчик. Лучше взять коцаного. $65. И после боя подхиляться.
Рейнджера должны сносить. Самого героя лупят. Если он не выигрывает Винни, то ему будет не очень весело. Большую банку возьму. $90. Кстати, можно бить по варвару, как вариант. Таким дамагом. Ну, у героя чуть брони есть. Герой нормально себя чувствует. От промахов не нужно в таком количестве. Поскольку они бьют по 10. Стою защитки. $72 лутанули. Реликт. Ну так реликт. Кто здесь пойдет драться? Вот этот чел. Пойдет вот так драться. Надо маленькие баночки сюда скинуть. Реликт. Ну, арбалетчик качается. Тут даже некому дать, они просто, если попадают, то сносят. Попадают. Ну, типа лучше в блок стать. Так, 2 хранителя. Угу. Слепую. Слепую можно через свежего горна, например. Сюда взять воина. Его подкачивать тоже надо. Маленькие банки заканчиваются. Так вроде как никакие задувки не страшны. Я сам буду задувать. Горца наверх. Или надо было инженера вперед послать, как человека с разведкой. Что там, усиленный потрошитель.
Не попадай, молодец. В кого залить тут особо сложно сказать. Триста. Так, тарелик. Здесь все. Талисман Лича и сфера ледяного дождя. Мы можем добежать. Примерно до сюда. Здесь все подберется. Вот до сюда. А не через город побежал. Так, в качестве переноски сила исцеления, исцеление. Исцеление, медлительность. Исцеление куплю сразу. Остальное можно наворовать. Так, не голый остался, не голый остался. Вообще фуловый бежит почти. Все. Че по инкому? 350. 225 своей маны. Могу сейчас порезать скоро. Еще один золотой рудник. Это я на 400 выйду в ход. Передаем одного чела сюда, и можно Йети взять с собой на всякий случай, чтобы тусовался. Сейчас подэкономил ману. Будет на следующий ход 475. Нужно уже рух кинуть. От этого надо убирать от лавки, чтобы спокойно торговать. Здесь два боя в теории для какого-то героя. Нужно сразу зону за 900 разведать этот храм. Сколько Йети потянет? 150 здания. И сколько их будет стоить? 200, что ли?
Вот крест стоит здесь. А тут еще далеко уходит карта вниз. Все прорывы как отсюда идут. Чтобы вот этот город забрать и из него развивать уже атаку. В самом низу там еще зона за 900. Много черных маны возле столицы. Еще одна черная мана. У меня тоже моих рудников хватает. Раз, два, три, 4 и из столицы. Эльфийскую ману стакнуть. У меня только черные и красные нету маны, получается. Две птицы рук запустить. Чтобы здесь через руины убиться. Вариант. Этот гном почти отхилялся. Меня ищут на этом направлении. Жезлы стоят, как бы отвлекают, что, возможно, основные мои силы здесь где-то прошли. Вроде вверх никто тут и не думал идти. Внизу стоит крест. Надо сюда рух пустить, проверить. Здесь, получается, знамя на огонь нужно. И за один круг выпиливать 275 хп этому челу. Плюс реликт постреливает по 75. Исцеление есть сейчас. Вроде как этот мейном рисуется маг. У него сферы и талисман Лича. Спереди два горца. Сзади два горна и еще лич вперед. Как-то так, но лич смертью бьет. А на обычные бои нужен лич. Вроде как не особо, больше варды нужны какие-то.
Ну, по земле почти вровень, 8,7. Соответственно, там город где-то. Два скелета. О, еще золотой. Это очень хорошо. Так, здесь я поставил. Сюда. Что я здесь не прохожу. 225. Так я его не смогу купить. Кто продаться сможет? Банки есть. У этого уже мало банок. Мародер, Мольфар. Мародер же 2 по 70. 2 по 60 сейчас. 2 по 60 это тива 60. 165 хп. 2 по 60. 120. Мольфар еще. Это зона 900 уже. Тут надо варвара пробить. Чем съесть не получилось. Ну ладно, как бы. Так, а кто на варвара? Пойдет мелкий гном. 2 горна. И пока не подкачаешь, нету денег на здание. Просто 2 горна пойдут.
Так ему не хватило. Герой зато качнулся. Теперь докуда мы можем дойти? Ну, нигде ходы не режутся, это значит его максимум. Пелена. Не хватит дорожника. Ну хорошо, если я сюда врываюсь. Проводит бой только, получается, ученый сегодня. Город отстроен. А, это город нейтральный. Это город он забрал. В 900-й зоне. Тут толпа. Королева мечей и Носфер. Так, значит, он взял Т4 город в зоне 900. А мой город там. Это не разведано, это не разведано. У нас по луту есть, чтобы пробивать этих челов. На огонь даже банка уже израсходована. Есть книга на огонь. Талисман меча. Разум. Надо качать по третьему левелу двум чувакам. Вот здесь пройтись и взять этот город, наверное, так логичнее будет. Так. Пойдет воевать, нужно нам еще качнуть горца. Исцеление. 100 маны жизни. Тут побитые в основном здесь. Он остается как без ничего. Надо сюда оставить тогда горца. Что в сундуке? Кольцо драгоценность. Мореплавание на этого героя.
Докуда он доходит максимально? До зомби. Так, совсем слабым отрядом я пошел. Бандит. Ну, так дамага не хватает. Ну, если Ильича вызвать, то хватит, а потом резнуть этого чела. Так, попробуем. Да, что промах. А, так Ильич погибает вместе со мной. Сам себя не воскрешу. На Ильича ничего нету. Бандос. Ходит следующим ходом, убивает. Тут все в хламину. С одного выстрела. По-моему, дамаг 35. Там еще выжил подмастерье. Так, банку сюда, банку сюда. Слишком слабый отряд повел. Эту сферу можно было в руку поставить. Ладно, 2 боя будет на следующий ход все равно. Так, здесь что, куда? Здесь не прорвались. Вверх можно пройти, проверить. Все. По ресурсам 400 голды. Там кто-то промахнулся, по-моему, в начале боя. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. До реликта не хватает, наверное, ходу. Да, был бы шпион, уже я бы знал войска, если бы его не повесили бы. Здесь есть прямой проход в зону за 300, и этот город я беру чистой экономикой, задавливаю кучей героев. Ну, либо он зальется рано или поздно в 900 зоне.
Еще один. Смотрю. 425 хп. 45, 30 огонь и воздух. Всем. 75 получается в сумме. Надо этот городишко очень быстро взять. И здесь эти все жезлы поубирать, когда здесь буду. Еще голд шахта. Вот еще лавка в этой лавке распродаться. Но потом он меня уже будет видеть, начиная с этого расстояния. Где мой третий герой далеко. Может в теории на элементаля воздуха напасть успеть. Ну и так ученый 2 боя делает. Неважно с этим или с реликтом. Что там по личу вниз ушла или как? У него тоже жезлов немало. Вот здесь 3, здесь 2 как минимум в этой локации. То из того, что я вижу, минимум 3. Одна на ману смерти, один на голду. И здесь еще на что-то. Центральный городок надо завоевывать. 2 хода желательно. Следующий ход расчищаем все это. Ну, 2 может не получится. Здесь как бы плотно стоят мобы. Четыре секунды таймера. Почки не стрелять, нет. По исцелению можно кидать, конечно, каждый ход. 4 столовые есть, и я еще 2 голдянки забираю в следующий ход. Прошел к краю карты уже здесь. Мой жезловод.
И либо они сюда идут через угол, либо здесь месяца с кем-то в зоне за 900. Ну, жезл в любом случае успею поставить и сундук забрать. И ходу, типа. Здесь мана смерти, здесь мана эльфов. Сколько у него маны смерти? Раз, два, три, четыре. 4. Но не меньше, чем у меня. Потому что тоже здесь мана смерти, она уже под жезлом. Здесь надо подождать, пока поближе подойдет, и через вора и шпиона и дуэль сразу сделать. Но он не там роет, он еще не видит меня. Если он недалеко проходил. Если он проходил вот так, наверное, он вот эту область даже еще не просвечивал. Пока просвечивает только город. Ману сливает хорошо так. По 200. Если у меня 225 приходит, то у него где-то так же. Ну, может, на один рудник больше, у него 275. Все равно на серьезную магию ударную не должен накопить. Что-то туда идет, там у него какие-то рудники он видит или что. В общем, этот город будет такой опорный. У меня 2 скелета, меткость, острый глаз. Он не успеет выкачаться уже через обучаемость. Поэтому релики. Вот ему хватает. Так, у нас тут элементаль только воздуха. Мелкий гном. Титанов танчивает герой. Можно было горца покачать. Вроде нормально и так. А маленький гном живет, по идее. Опять промахи. Да, Пагус хватит, уже может промахиваться. Гном отъедет. Кон бьет 10. Десять. Это он может 15 выдать. Молодец. Так, сделал воина. Еще одного. Через мореплавание. Больше. Бежим. Сундук, эликсир жизни, кольцо. Ну, поставить жезл. Сюда смогу. Там еще мана смерти. И вернуться надо как-то попродавать кольца.
Тут уже есть кольца, есть пелена. Ману смерти мы туда зайдем тоже. Завоюем. Так, отдал. Двадцатка сюда. Далековато. Это слишком близко. С реликтом надо биться. Здесь 300, здесь 300. Я провожу 4 боя в 300-й зоне, допустим, за ход. Он один бой в 900-й зоне. Так что не слишком там должен перетамповывать. Так, свиток. Релик. Этот релик тоже сюда оставлю. Здесь знамя. 2 знамени. Хватает ходов? Нет, не хватает. Два стяга. Один оставлю. 605 монет. 705. Немножко банку купить. 200. Защиту отряда на 50. Так, что по свиткам? Истинное зрение, свиток. Острый глаз, меткость. Сила, одни имперские свитки. Талисман друида. Волк. Так, у меня еще много боев впереди. Сразу просветка такая. Качать этого гнома нужно. Они сносят вдвоем 105. Получается сразу героя. С реликтом. Змеит. Реликта надо отстреливать. Хватает отстрела. 50 не бьет еще. 73 опыта получили. Теперь так, париплавание на этого. 100 маны остается. Я таким же отрядом стою. Если не подкачивать, вот так поменять. Там зомби, бандита добить. Не, ну сейчас они добьют в любом случае. Банок уже почти нету. Ага, опять будут дубасить по герою. Сейчас не должны убить. Это уже хранитель гор набьет. Поменялся приоритет.
Качнулся пару раз. 6-й левел черта. Так, взяли немножко опыта сюда. Тут Тиурк. Это попроще. Тритон, конечно, нашпигует немножко. Тиурк чем бьет? Землей же. Земля. 45-20 разрушение брони. Он на отстрел пойдет. Да, промах. Какой-то жесть с промахами жесткая. У них же 90. 45, и он 45 бьет. А я только вылечиваю по 30-ке. Если я 35, блин, если он перегоняет, то тут Габелла вообще всем. Есть, сняли Тиурга. Так, зелье нашел. Ходить никто не может, но есть исцеление сюда. Чуть подлечился неплохо. Здесь. Так, у нас еще много кто. Чуть сюда пройду. И вор. Вор сюда подтягиваться должен. 4 боя есть. Сейчас Баншу чуть-чуть подманим к себе поближе. И шпиона можно заслать. Здесь самый передний Сократ может 2 боя провести, расчистить через мореплавание. Врывается, например, инженер и слоупок, королевский страж. Подплывает к началу дороги тут. (11-10) по территориям. У меня уже 500 золота прибывает. Ману смерти можно еще взять, сундучки пособирать. Еще зона за 300, но вроде как нету времени. Мне нужно в этом городе обосноваться конкретно так. Неудобно, ученый играть на талисманах, он всегда ходит последний абсолютно. Пока он что-то там раздуплится, уже все походили. Он до сих пор 30 левел не набрал. Моей маны 225 прибывает. Это 2 мореплавания.
Он пошел сюда, и здесь как бы прохода нет, здесь гора, зоны разделены. Все, что смог, я позахватывал. Сейчас немного денег будет больше появляться. И прямо нужно тут ударный кулак сделать в этом городе. Снимать жезлы. И чисто его локализовать в этой зоне 900. Может где-то ману подкопить, если мне уже плавать так много не надо будет. Без инструктора, без всяких перков. На опыт очень медленно качаются все. Хотя бы алха взять какого. Тут демон, упырь, бес. Там можно забрать. Ну, допустим, на горце в блоке. Даже арбалетчик не прокачался в горно до сих пор. Здесь-то он уже сейчас увидит, когда я вот сюда приду. И мне нужно вот этого жезловика уже подводить сюда, снимать жезлы. Ну там награды хорошие с города снял. Уже 3,5 часа играю. Ну, мне нравится этот план. Брать этот город мелкий, как форпост. И потом, ну, по сути, в самом центре находится. И от него уже контролировать вправо, влево, вниз всю карту. Вверх как бы я город забрал для прироста земель хотя бы. Плюс он на мою ману распространился без жезла. Все остальное под жезлами. Вот еще голда. Тут немножко прорвались. Получается, этот жезл может бежать. Голдянку через 2 дня забирать. Здесь я просто новых жезлов нанимаю, снимаю все стеки. И начинаю дергать его. Так, а этот герой не побьется. Он может побиться с варваром. Тут снесли моба нейтрального. Если он побьется с варваром, то у инженера будет один бой. У него и так один бой будет. Где-то вот с гигантом. Этот остается, пускай стоит для прикрытия. Неплохо поставлен юнит. Хотя здесь проход есть. Поскольку у него один бой, он сможет сделать шаг, забрать войска и пойти уже здесь воевать.
с гигантом. И следующий бой, следующий день врываемся в замок. Там обкасты могут пойти уже. Уже по землям сравнялись. 2 маны эльфов добывается. По 11 по земле. Но мне тут надо все поснимать. Все эти жезлы. Город взять. Вроде как. Прямо пробежать и взять город не получается. Тут как-то плотно наставлено. Поэтому пока я буду прорубаться, я себя запалю. Можно кинуть пелена, есть у меня закол. Когда мы будем там стоять. Потому что большая сундуки подбирала. Чуть-чуть плывет. Здесь я все завоевал. Можно посмотреть лут и попродаваться. Этот жезл чуть-чуть прорывается вверх и ставит палку на ману смерти. Берет сундуки, сколько сможет сожрать, засвечивает город. Ну, баншута я смогу отбивать легко. И Йети, например, и героем. Так. На 2 боя хватает. Ага. Заходим. Засветил я город, 2 реликта, повелитель эльфов и ближники. На смерть поставлена. Так, а отсюда я смогу напасть? По идее, да, мне нужен... Надо подкачивать. Для нее здания нету. Что Алх 20 pp, а друид? Так Алх уже больше регена дает, чем друид. Здесь тоже 20 как Алх. Алх 40 иней до потака. Мало перспектив до архидруида раскачаться. Так, герой треленький. Получается, он будет втанчивать, пока те дубасят. Это огромные банки на 200. Повыжирали все. Даже если герой умрет, то как бы ничего страшного. Арбалетчик. Пока мы варвара начнем бить, там уже нормально дамага внесут. Так, 92. Молодец, варвар промахнулся. Так, Алха взяли. Алха регеночку. Мне переплывать надо в любом случае море. Здесь накидка, здесь против воров сферы можно применять.
Еще город засветил. Что у него очень много банок для третьего героя по рангу. Пелена. Так, 7 минут есть на ходы. Примерно мы будем бежать вот так. Чтобы с демоном, с упырем. У этого больше опыта. Так, такая сфера есть у него. Пелену. Кому книгу огня отдать, непонятно. Стрелка там нету. Чуть просто улетаем. Тупоря страдаем. Но упырь снимет деф. Нужно банкой подлечиться. Отлично, все супер получилось. Здесь упырь вылез первый. Рано порадовался, как говорится. Сейчас шпигуют воина. Так там получается 30 и здесь 30. Но он не сносит. Ну, как-то так. Пролезли. Герой апнулся. Может щемить дальше. То у нас припарочки мелкие. Здесь много разной шушеры. Опять надо воина ставить вперед. Как-то арбалетчик медленно качается. Что сзади? Один разведос. То есть типа таким же. Тритон принцесса воин в конце воскресить его типа. Может не хватить дамага. Возьму такого лучше. Че по сферам. Через лича можно отыграть как вариант. Ее усилили до сотки, разогнали. Так, этот отходил. Воины сняли. Лич 72 бьет неплохо. В конце надо воскресить, когда гад останется. Лича долбят. Сколько дамаг? 65. Сейчас 72. Теперь можно воскрешать. Так он не доберет опыта, он уже был жмуром. Да, он взял совсем понты опыт.
Но я не могу здесь пелену, потому что его жезл стоит. Что по гиганту? Так, 2 минуты. Вот так можно чисто выщелкивать. Будет тут героя сюда ставим. Так, не сработал. Упыря надо щелкать. Горец успеет думать. По кому он промахнулся, по тем, кому надо. Что надо банку давать. Так, это мы прошли. Чуть банок накидала. Маленьких банок подаем. Хорошо, стяг есть. Кто не ходил. Что по луту? Он ничего не добрал, вроде сундук. Находил здесь какой-то я. Так, ладно, бежит сюда. Все распродал. Заклинания можно посмотреть. Пелену передали. Скинул. Пелена, походу, его и приманила туда. Ну, хотя он и так видел, в какую зону я обрываюсь. Банку мелкую не дал. Если Хорн будет давить, то можно мелкую банку дать. Здесь у нас еще 3 боя намечается. Кого засветил? 2 горцев. Здесь можно докачать воина. 130 дамаг он получает сразу в рожу бородатую, а потом откисают 3 тонны потихоньку. То есть если сюда ставить вместо горца воина на докачку и арбалетчика чуть поддокачать, и потом арбалетчика еще на ангеле докачать, может он станет горным, тогда как бы все станут 3-й тир юниты. 2,5 армии типа придет. Здесь жезла еще не снимали мой. Значит, вора рано подводить. Там руины трещат.
И потом засветить шпионов в его замок и уже исходя от юнитов покупать предметы на финальные бои. Как-то так. Но этот город он сберечь не сможет. Если только подблочить пару призывами. В этой лавке окопаться, закупать уже там предметы. Финалку. Но руины трещат. Было бы классно эти 2 жезла на следующий день снять. Потом еще один. И обезопасить зону эту. А вот здесь есть проход между зонами, походу. Вы можете нырнуть в эту зону. В мою нижнюю зону за 300. Снимает жезл, сразу вора получает. У меня сколько? 500. Доход 1200. Будет чем что-нибудь продать. Хорошо, что из центральной локации 2 руин были на моей стороне, ближе к моему замку. Сюда просветку можно дать. Купить еще свиток. Ну, по 2 боя за 900 проводит. Это как мне 6 боев за 300. Разграбленный. Хотя зона 900 такая плотная. Вот это вообще сладенький объект. Вот за 300 заспавнился отряд. Антикора, лучник. С стингером. Неприятный под моих лучников. Душегуб. Что делает нейтральные эльфы? Или просто нейтрал. 45,5 увечья. Шеренга по 3 цели. Земля. Инкуб здесь есть. Инициатива 40. Товар стрелок. Вот сейчас стреляет. С инициативой 60. По цепи 3 цели. Типа по второй, третьей цели такой же урон идет или
уменьшается пополам. Не знаю. Так, что там, забрали этого эликта или нет? Здесь сундуки возле замка. А, он еще даже не дерется с ним. По мане надо его подрезать по родной особенно. Хорошо, он одну зону за 900 пылесосит. А я заберу 2 замка за 300. Один из них центральный, важный замок. Если эту баньшу оставит возле моей столицы, то шпион уже прикрытие становится. Надо Валю изучать, чтобы отгонять сразу по 2 вора за одно нападение. Чуть подкопить надо. Жизни у меня сколько добывается? 50 всего лишь. Даже по земле вышел вперед 13-12. Там где-то жезлов еще не ужили. Туда еще рудников генерация запихала. Ну ладно, сейчас шпион пойдет. Так, знамя. Ну, знамя надо брать или арты. Уже поздно брать. На лидера только. Могу какие-то знамена еще найти. Туда я не влезу. Тут все заблочено. А, я могу так пройти. Наверное, это зона проходная. Колечко и много лута. На следующий ход продать. Ну, через ход отбегу. Как я уже... А, я сам себя заблочил жезлом. Ну, надо было не с той стороны ставить. Тут нормально так лута. Все, он никуда не ходит. Здесь на 1 бой, только здесь на 2 боя. Кого-то все докачивать нужно. Это тоже скоро апнется сверху еще разок. Получит сверхуровень. Так, здесь только передний ряд сильный. Сверххолода. Зомби. Ну, вот. Качается гарантированно. Тут еще много, 200. Тут он качается, то, что есть левел берет. Погнали. 65 дамаг. Можно все в 3 тона верхнего. Снимем тычку с зомби. Что он уже подыхает. Да, сколько промахов у этих людей. Нереально много. Для 590.
Да вы охренели. Целый ряд промахнулся, все дальники. 76, 90, 90. Ах ты, ёпта. 4 подряд. Усиленный 50. Я охренею с такой прикормки. 3 промаха пишут, 4 подряд было. Все дальники промахнулись и на новый круг пошли. Сотку отожрал себе. Просто зелье в никуда. Здесь его тоже будут щипать. Шар на воздух, но он уже походит. Плюс сфера лечения. Он продать что-нибудь может? Может. Так, шар на разум. Шар на воздух. Еще просто эликсир. На разум талисман. Так, хорошо, тогда можно кого взять в отряд? На докачку, на докачку. Так, так. И вот этого подкачать чела. Сфера на воздух. Но зачем она надо, если мы можем выщелкать просто? Я через сферу плюс лечения отыграю. У меня на разум только знамя есть, других нету знамен. Ну что, метка с 90 еще будет отрабатывать или нет уже? Сфера и не пригодилась. 65. Подлечим чуть-чуть. Садует. Так, второй горец. Так, быстроты на 5. Земля, отлично. Хорошее знамя. Кто еще не докачался? Этот полупокер. Валха уже вообще нету смысла вкидывать. Этого докачать. Горцу еще адски много надо опыта. Ангел 125 бьет. Ну, 2 дудки вкачал. Ну, им так много до волков, что просто я не успею ничего тут докачать. Ну, город забираем. Так, надо город по-бырому забирать и 2 жезловиков. Очень много делов в этот ход. Ну, ангел же выиграет, вынил тех в следующем раунде. Это же само собой. Нет, проиграл. Красава.
Так, один ап, второй левел сверху еще получил. Талисман каменного дождя. 10% гримуар на сферату. Так, чтобы хватило денег на всех жезлов. Здесь еще плотно мана проклятых заспавнилась ему. Сюда сразу уничтожаем. Надо было кому-то дать еще бабки. Вор нам нужен где? Здесь пока что. Две минуты. Так, там не видно, тут не видно. Кодовик. Вот это жезлов нормально так настакал. Кого тут еще поставить? Полторы минуты. Так, кто это инженер? А здесь мы садимся в городок. Что в руках? Сфера на воздух. Талисман плюс сфера. Так пойдет. Так, 47 секунд. Еще надо, тут заблочим. Подводим сюда. Ага. Мы не успеваем ничего сделать. Кто еще? Третий полумейн. На 40. С этой стороны закрылся. Сейчас можно будет изучать отряды его. Ну, в соло героя все королева личей забирает. Крендель 4 боя провел только и на призраке. Да, пишет мой друг. 5 жезлов в одной локации. Нейтрально. Он просто через нее прошел и застакал все жезлами. Ближе к началу игры. Сейчас мне это все снимать. То есть я уже 2 жезловика нанял. И снял только 2 из 5 жезлов в одной локации. И дальше рядом 6 на жизнь. Ну, как бы эту зону мне по-любому надо было забирать. Тут по ресурсам. Плюс опорный пункт. Опорный пункт милиции. Хороший такой. Я подвожу всех своих челов. Вот последний герой доходит. У меня 2 тир-3 героя. Плюс здесь накрал немножко лута. Сейчас чуть продаться можно. Потому что его там пришибут. А здесь пустой город, 2 вора. Типа потихоньку надвигаться. Стягивать кольцо. 550 уже запас. Ну и он заслал это само собой.
Насколько промахов от 90% горнов, конечно, в шоке. То есть тут надо дважды за ВК 5 дней будут работать. 5 жезлов сними, 5 жезлов поставь. 6 жезлов, 6 дней должны работать. Надо еще жезловиков, значит. И надо какое-то знамя, значит, продать. Или что, чтобы немножко побольше денег было. Но я живу здесь с лавкой магии и с лавкой магазом обычным. Он живет там с магазом обычным. Что еще в этой локации могут? Ну и все, по сути, там лавки заклинаний нету. То есть я подсобираю ману, коплю заклинания, у меня эльфийская мана хорошо прирастает по соточке. Снимаю все вот это вот, ставлю свои, черную ману забираю. Тут еще хорошо есть на ком качаться, но это уже как бы в зоне прямой досягаемости. Один ход и на меня наваливаются. Сколько боев? Он выиграл 14. А он не видно. По 900, по 800 уже ценность моих отрядов. Королеву Личей еще пока не просветил. Да, у меня много разной маны, игра без правил, то есть можно подкопить ману и любыми заклинаниями, мощными призывами или ударными заклинаниями, там на 80 можно поливать сколько хочет соперника, 2 раза за раунд, или каждый раунд, или ударная плюс призыв, никаких ограничений нету по игре. Вот на этой карте это ТММ на моде Мотлина. Вот, ну он тоже должен был подсобирать ману уже к такому дню. И то, что у него вот на такой маленькой локации он просто шел каждый день, ставил жезлы даже 2 жезловичками. Одна дошла вот до сюда, а она пустая ходит, ее можно подрезать. Этот фуллрад он бегает, много других задач попродаваться. Подрезать-то можно. И как-то выходить тоже в эту локацию. Вот здесь пробить проход. Какие еще города на карте остались? Еще 2 города в зонах за 300 остались незавоеванные. 2 я забрал себе. Еще 2 на карте. И 1 он взял в зоне за 900. Но как-то уже почти 2 хода королева Личей на одном месте. Возле вот этого реликта. Можно подрезать траппера, 300-ку опыта украсть. Инженером и в город успеть вернуться. Можно раскидать мелких, они пустые ходят, без наема. Как и я, впрочем, но я хотя бы ударник. А большие вообще голые, незащищенные, они от чего.
просветить королеву личей и в лавке смотреть предметы на закуп. Под ПВП, под вынос. Он в соло героя играет. По ветке засветился призрак только. Сначала давал имена большие, потом забил, потому что там конвейер большой, неплохой такой пошел. Вот этот рудник почему-то не завоеван. Так, а как у меня по рудникам? Вроде все, что я мог взять, я спокойно забрал. То, как я шел. Здесь я только погиб, замуровался. Просто с другой клетки надо было поставить жезл и спокойно домой возвращаться. Сейчас все. Освободите Сигульфа. Вряд ли его кто-то спасет. Там нормально так лута. На пару сотен монет у него было там. Как раз был план вернуться через лавку, распродаться и идти помогать своим кентам. Кагерик сейчас еще один сундук возьмет. И, в принципе, его надо аккуратно к магазину вести, у него уже слишком ценный груз в руках. Так бы можно было пробежать, чуть-чуть захватить зону, жезл снять, но довольно опасно. Подгребают через низ. И 550 придет, это еще даже 3 жезловика можно нанимать. Просто максимально здесь все поснимать за эти ходы. А потом пригодятся в качестве живого заслона. Кто-то должен бегать, продаваться постоянно. Вот он продастся, Кальдерик, как раз таки. 2 воина взял. Кошмар может прилететь в череп мне. Ну, Олег долго не высидит, он не сможет сидеть в затяжную. Он скоро понесется на меня. Надо просветку дать. Королеву личей. По мане. Вот этот жезл нельзя снимать, чтобы она снимала у меня. Это могу Носфера подрезать вроде как. Знание дорог на 10, 23, это примерно еще 2 мува даст. Но на каст не хватает, очень мало маны жизни добавляется. Жизнь, смерть. Смерть только начала добываться. Каменный предок. Вся мана нужна красная тоже.
Успею продаться в следующем ходу. Потом, если что, пересниму этот жезл. У меня есть юнит в отряде. Так, что по предметам? Земля. Так, на разум талисман пускай будет. Здесь у нас сфера холода на продажу. Такие предметы продам. Знамя у этого героя. А, у вора уже были свои предметы. Сфера разложения тоже на продажу. 380. По свиткам. Здесь виллы есть. Мешает урон. Тень. Так, надо сначала отходить, а потом уже думать, исходя из того, что останется по бабкам. Гэндальфа взяли. Парочка из них повоевать бы смогла, конечно. Сфера яда. Успеет забрать. Что взгляд Сивилла, свиток. Минус точность, пелена. Все, пока хватит предметов. Жезл. Что по герою? Карты. Три скилла впереди. 14. Побед. Спектр перекач. Воры здесь уравнены, все одинаковые воры, получается. У меня нет прибавки по хп. Двумя можно-то навалиться, конечно.
С кем подраться? Не успеваю ни с кем подраться, наверное. 11. Сильно не отбегу. 150, маловато. Магия разума. Огонь, книга. Продам. Земля. Тоже можно продавать немножко еще вещей. Получается, я просто хожу, подготовительное действие делаю, ни с кем не дерусь этот ход. 700 рублей. Он свое еще продал. Что у него было? Что же зловиками ушатать? Талисман исцеления. По дуэлям одного вора. Ну что там, входим. Но я на отстрел королевы личей как раз заточен. Правда, у меня передний ряд ложится очень быстро. Промах в спину. Там еще ползет вор. Так, там этот чел здесь стоит. Типа жестких мейнов сюда передать. Классический промах вор на вор. Так. Кто у нас еще перекрывает? Так с большого закрылись. Ману подэкономил.
Рудники порастаскивал, сколько смог. И то у меня здесь 5 жезлов на этом куске карт. 5 жезловиков. Я забрал только 2 из 5 еще пока что. Все поснимал. Забрал двушечку. Спектра сотка уже. Точность. 6 уровень перекачанный спектр. Ну что там задумался? Где уж время идет? Его время уходит. Это получается Носфер тут вообще стал самый косорез. Его тут должны, ну даже героям первого уровня можно нападать. Со спектра перекачанный. Что там за консультации идут? Ну, это свежее мясо. А нет, он еще далеко. Ну, подрезать-то можно все равно. Типа как Гэндальф и на воров пришибать, а, допустим, свежие герои добивать уже Носфера. А, так Лич, она вроде как пошла сюда подраться или нет? Да, она дерется с головорезом за 300. После зоны за 900. Он же половину ходов потерял своих. И как бы, если только докач идет какого-то скелета воина, докача нету. Так, сняли жезл. Значит, дед сейчас пойдет решать тут вопросы. Хочет в эту зону. Я же здесь тогда все заберу. Просто буду бежать за ним, щемить его. Мне можно докачаться здесь, в этой зоне тоже. Вот этот чел за 900 хороший такой. Буревестник уже хуже. Здесь тоже два огневика и землей каменная горгулья. Просто разрыв надо делать по землям за счет жезлов сейчас. Носфера в любом случае подрезать надо. Второй Носфер.
Носфера подрезать. Взять горна какого-нибудь на отстрел. Пустая большая. Так, мне уже 100 маны смерти добывается. Это все, что я отжал. Маны рун 225 по-прежнему. Он просто сундуки оставил, которые возле замка лежат. Некому или некогда их было забрать. В начале моего хода должен быть хороший прирост по землям. 2 города, и жезлов уже явно больше, чем у него. Этот пустой Клодерик снимет с маны жизни жезл в свой ход. Тут Носфер, тут вор. Тут вор. В принципе, я успею арбалетчиком своим забрать войско. То есть снести пирожка. Ну, 2 боя сделал в зоне за 300. И уже как бы подходит. Но ему неким будет бить охрану города, если я туда посажу. Либо я сейчас уже могу врываться даже всеми. Да, какой-нибудь лошок сносит Носфера. Открывается дорога всем челам. И в 2 захода королеву Ильичей, например, отщелкиваем. Дуэлиться было бы хорошо. Но мне надо такой герой, который Носфера снесет за 1 заход, без вариантов. Здесь еще не пожалел денег. И Банши, когда идет борьба здесь, он туда вкидывает 100 лавы. Скелетом может снести, например, вот этот шлейф. По эльфийской мане что-нибудь нарыть бы. 600 монет у меня. Так что заряжает эльфийской маной. Так, 10 минут на ход. Что принес? Сфера хорошая. Так, на эльфийскую ману. Кустарник. 400 рублей.
Стая. Малый энд. Роща. Хорошо, понял, принял. Ну, в носфера как раз влетает. Но тут нету смысла бить. Скелеты, например, убираем. Он не уберет, конечно. Подвинется. Старух. Так. Его куда отодвинем? Туда вглубь. Так, скелетрона убрал. Теперь 700 монет. 22, но он не доходит. Ага. Так, все столпотворения устроены. Да, спецом подставляется под маскаст. Но маскаст я не успею тут особо посмотреть. Причем сейчас сносим носфера. А забрать я успею его. Вроде как да. Здесь кто? Обладать каст на 10 каких? Повезло, повезло. Опять повезло последним ходом. Скинул носфера. Ага, через такой обход можно идти.
На троих не заберу. Четырнадцать. Так. Здесь вампир, еще один. А, 40% не зашло. Так, что еще там по продаже что-то было? 120. Так, ах. Теперь по магии. Что там осталось у нас? 3-й уровень выучить. Жизнь и смерти, но применить не хватит. Стойкость. 300 рун. Вот, хорошая. Все руны уйдут по области. То же самое. По области. Атмосфера зацепила. Этот за домом стоит. Теперь еще один вор. Еще один вор. Еще один жезл. Подводим, короче, всех, кто тут есть. Ну, сперва задушили немножко. Этот чел здесь стоит, этот подрался. Этот смертник. Вор стоит. Нормально.
Все, чем смог, закрылся. И ему шпиона надо заново засылать. Ну, это вроде как не вопрос. Один промах, и Руф убегает. Да. Кайф. Здесь уже не убегает. Всех маскастом цепануло немножко. Шпиона заслали. $600 всего лишь доход. И тут такая рвань за город идет, борьба. Скилл. Так смогу я скелета забороть. Он отбежит неудачно, наверное, вор, но все равно будет где-то рядом. Пишут, что Винни не выиграл второй раунд. Да, он бежал далеко. Ну, может, времени не хватить, как у меня, например, не хватает, чтобы все продумать. Ну, а мувов 4. Здесь же надо убирать этого чела. Вампир Носферату подрался. Больше некому тут особо пробивать. То есть эти два подблочивают возле самой королевы речей. Вор подблочивает с одной стороны город. Причем там ничего не мейн сидит, а третий по силе герой. А, этого не расставил. Кто в заднем виду. Но эти еще не подлечились даже. Может, там уже банки заканчиваются. 16 боев. У меня 14 побед. Здесь 14. 1092 вылили, 1500, 1600 почти что. Получается, мой гном разорваться не может между двумя бойцами. Три защитника горна, которые спереди стоят. Два горца спереди. Два защитника горна и герой сзади. Нормально отщелкивать могут.
Все горные здесь. Горец один здесь. Один здесь. Алхимик. Ну, можно 2 отряда мощных собрать таких. Навалиться по очереди. Главное, чтобы королева личей была как бы в зоне досягаемости 2 героев. Тут уже полнейшая толпа пойдет туда в атаку. Ну, Олег-то не должен убегать. Тут он отдает город, мне все ресурсы, потом я буду щемить потихоньку этот город. По экономике просаживаться будет, ну, как бы в соло-героя мощного играть. Ага, большие все пошли в одну сторону, ну, будет удобнее щемить их. Тем более они пустые ходят. Минус 250 денег выбить с него. Здесь вроде подблочивают герой и жезловик. А воевать ему неким, если он не копит там на какой-то призыв кошмар там или что-то ударное. Я тоже группой стал четко, тут 5 юнитов под массовый каст. Исцеление у меня еще есть, если что. Заклинаний. Второй фронт. Ну, он тут максимум урвет себе галдянку шахту. Обидно, что этот застрял человек. Вот, но разворачиваться он не должен. И на город у него тоже не получается напасть мейном. То есть, как бы, что делать? Дилемма вообще. Подводить еще мясо, ну, как бы, по бабкам. Я себя лучше чувствую. Он будет просаживаться каждый ход по бабкам просто. Ну, по краям бегает. Вот то, что от замка отошло, вот с Носферату Банши. Они как бы у меня отожмут только максимум один рудник. Ну да, там второй рудник есть. Вот, выводить туда кого-то. Ну, как бы сейчас не принципиально, может, день-два и решится исход игры в этом месиве за город. Возможно, как бы те боковые ветки не сыграют никакой роли. Но таймер у него тоже выжигается, типа как у меня. Это неплохо. Довольно-таки неплохо. А зачем сюда идут полчища большие, если они тут даже ни одного жезла не поставили? Все текают, королева личей, может, тоже текает. Тогда я просто надвигаюсь, отжимаю еще один город и щемлю его к своей столице, чтобы не пропустить столицу. Кстати, было бы неплохо не прозевать. Ну, реликт жахнул, а остальные... Так, буревестник. Ну, буревестник в парале стоит. Все больше дамаг не идет. Опыт он получит. Но, может быть, банки тоже проседают уже. Было бы хорошо. А я залетаю уже в эту зону за жезлами. Как бы тоже с разных сторон. Можно мореплав даже дать на старейшину.
Здесь жезлы ему тяжело будет снять. Ну все по банкам нормально. Кто-то качнулся. Скелет рыцарь выкачался. Теперь 3 скелета впереди. 1746 за отряд опыта дают. Просто поснимать жезлы. Поставить здесь на ману смерти. Подщимливать его экономически. Здесь уже не пустая большая. А вот этих пустых можно забрать. Кого-то траванули. Мелкого героя траванули. С двух сторон заходить через ониксовую. Здесь я даже проверил. Курган прикольный. Птицерух. Сейчас надо максимально уничтожать отрядов, пока они не разбежались. Просто эту араву накидывать, спускать вперед, лавину эту. Прикол качать призрака, что сейчас в этом обновлении Мотлина он бьет по колонне, получается, или по ряду. Но по колонне, в общем, две цели. То есть задник и ближник, который в одной колонне стоит. И бьет с точностью 100%. Без промахов бьет. Привидение тоже 100%. Но у него одна цель получается. В чем прикол стопорить призрака, что тень она бьет по всем, как раньше, 6 целей, точно 60%. А призрак тебе гарантированно колонну паралит. Получается, вот жирные юниты, например, под Демониус, Берсеркер сразу уходят в парал. Реликт, лесной эльф. Если, конечно, он переживает атаку. Но у него знамя там или талисманы, в общем, призрак еще здоровья нафармил уже себе там со стрелочкой. Левелов 7-8 сверху хапнул и по колонне бьет. Ну, это как бы более имбово, чем раньше было с призраком в предыдущих версиях мода. Впереди 3 скелета рыцаря, типа сносят все, у них еще вард на прямой урон, на первую атаку. Получается, мейн на мейне, даже с бафами тут особо ничего не могу сделать. Но если 100% точность, я могу отстрелить кого-то одного только с задних. Но он походил, получается, и мне надо шпиона засылать. Пока подерусь. Неужели за один бой нельзя забрать большую? Это вообще не понимаю. Так, что по ворам? Он зашлет шпиона и сразу подуэлится. Ну здесь-то можно, может, убить за один раз. Или это слишком сложно? Каким-то чудом со второго раза что-то смог сделать. Здесь как-то не проходим. Вот этот мешает. Ну, он не сможет таким войском пробить. Вот он сможет, но королева личей. Так, можно взять... Можно взять войско из этого героя и пробить здесь проход себе еще один.
А, у него особо никого и нету. Ну, тогда подводим чуть-чуть мейна. Этот не выкачается. Кто у нас может качнуться? Особо никто. Вот этот чел. Алхимика нету смысла качать. Поэтому вот так можно сыграть. Потом войска передаем обратно. У тебя дамаг обычный, у кого усиленно, у этого. Ни хрена тут дальники наваливают. До 60 вкачался пока. До 60 дамага. Ни хрена наваливает кентавр. Не успел ударить. Так, пробили это направление. Здесь снимаем жезл. Что-то так. Здесь банки носит. Пока заберу. Банку сюда нужно. Стану в эту клетку. А ему вообще только один бой, наверное, нужно провести. Можно еще поближе подойти. Хотя забирать неудобно будет. Тут там остался 3 воина. Только не надо мяса. Одного можно отдать обратно, чтобы гном стоял на защите. Так, добиваем Носфера. Ну, не факт, что добьет, но здесь есть рядом еще человечек. Так, у тебя дамаг 65. 65. Снес. Через Вейкс. Может, за одну тычку снесет. Снес. Полечиться можно, кстати, за ману имперскую. Так. Все, этих забрал. Подрезать бы одну большую. Или поставить жезл. Наверное, жезл важнее. Так, что еще? Скелет еще стоит. 4,5 минуты. Этот пустой. Он бы мог здесь и здесь поработать. В боковой ветке пускай зайдет. Так, я шпиона заслал.
заслал. Исцеление сотка. Может, не надо. Лесной эликсир много отжирается. Советуют не добивать. Но я просто сейчас запускаю ораву всяких полупокеров, воров в эту клетку. Этот ничего не сделал еще. Здесь все завоевано. Вот здесь можно поставить. Он с гномом, значит, помощнее. Здесь же что поставим. Тут остается. Подожди, ты не передал мне. Не тому передал войска. Так, немножко сдаем взад. Вот в эту клетку. Здесь становится вор. Вроде как нормальный отряд. Чем я хотел его бить? Если талисманы на разум, кстати, можно успеть скастовать. Тот лич, допустим, не нужен. Ну так на разум у меня есть знамя. Можно поддавливать потихоньку. Повоевать с кем-то. Сяду в город, чтобы каста не было никакого. Сюда пойдет каст. Сюда дам горца. Так, этих всех заберу. На подхил еще город второго уровня. Так, и жезл, наверное. Через мореплавание, может, и успею на следующий день. Так, пока сидим. Этот не прикрыт. Но он как приманка может сработать. Проходил. Ну да, товарищ написал, что он может сам заманивать под каст массовый, типа не добивать.
Ну, есть хороший план потихоньку растаскивать его по экономике. Здесь жезлов у меня уже 1 000 000, и во все стороны разбежка идет. Вот, кошмар пошел на такого жезловика. 175 у него смерть. Но я выжимаю. За 3 подачи его смогу снести. Без промахов, само собой. Так, вот сейчас нормально. Гном. Прошу без промахов, бейте, друзья. Но все равно все в подаче старейшины. Есть. И апнулся воин, красава. Это очень хороший каст дал моего старейшину. Плюс по мане. Изучение кошмара, применение кошмара. Уже вся мана теперь добывается. И эти пустые большие им добить нечем. Но передает, да, передает. Передает. И он сейчас сможет добить. Получается, он будет ковылять по карте. Но все равно пару больших сможет убрать. Вот это замес за одного жезловика. 3 больших, кошмар. В теории, если промахивается боец. Ну тут еще касты. Это все из-за одного жезловика делается. Просадка маны. Так в теории я здесь выруливаю тоже. Да. Теперь ему неким меня бить просто. Но почему 2 промаха в конце боя? Сколько влетело маны в этого чела. Сняли и сейчас поставят жезл. Здесь бы было хорошо мне кем-нибудь повоевать. Потиху на флангах снимает жезлы. Надо какого-то героя туда вести, позмагаться. Он может, кстати, город прозевать, если какому-нибудь жезловику отдаст его. Но бабок хватает пока что. Предметов попродавал. Маны хватает. У меня доход 650 уже. Здесь особо не раздамажили. В зоне за 900 еще хватает отрядов.
Ну, он просто ходит возле моих юнитов. Тут и вор есть. Да, нос в замке сел. Подвелится. Два призрака. Так, ну один-то... у него 100% точность. Типа зафокусил моего же зловика. Придется бить. Да, 100% точность призраком, как по мне, не очень хорошая идея. Изи старт на нежити сейчас получается в этой альфа-версии. Любые отряды забираешь на двух призраках. Ну, многие отряды забираешь. Даже без бойца впереди, вот просто я ему снесу бойца, и один Носфер бы смог бы добить. Если такой отряд будет гонять зловиков на изи. Без шансов убежать, даже без шансов. Не прикольно, короче. Меткость 60, 70, даже 80%, но как-то повеселее. Да, надо свежего жезла вести. В городе есть два бойца. У меня тут... Хотя я могу ему дать. Тому Кальдерику я могу дать. Ну, например, Горна, защитника. И он отщелкает. Я здесь закреплюсь. А гарниста как-нибудь выведу. Вроде как так, если он не купит охрану. Как раз один бой будет. Ну, посмотрим. Гарнист и... Нет, что-то там сортирует. Только проход перекрывать не нужно было. Он не перекрыл, это хорошо. А, повоевать. Так ресалки у него нет, у него много чего есть, но не ресалки. Нет, ну надо одну большую убить по-любому. Жаль, у меня предметов не было. Так, город надо забирать.
через здесь переноска. Как я его выведу оттуда? Ну, через этого чела. Так, передаем. Подкачивать некого особо. Так, в эту клетку. Ну, вывести-то я его выведу. Можно даже 2 банки дать ему на отжор. И здесь надо движуху навести, шороха. Капдерпики поставим. Ну, 26. Не исследован храм. Так. Жезл выводит, это вот все добро. Мелкую банку забирает. Потому что не надо было ему давать. Выпивать зелье. О, так я еще смогу ставить жезл. Дальше. Ну, уже монет не так много остается. Миллион дуэлей не получится сделать. Пару штук. Одну. 136. Сфера сопротивления воды. Большая банка. 4-й левел. 45 защита. Стойкость к разуму. 40 инь, 52 повреждения, 45 защита. Дуэлянт Хиров. Чуть-чуть даже не может продамажить. Ну, в конце может большую банку выпить. Пятнадцать дамаг всего лишь. Это я накопил. Ману. Надо что-то делать с Носфером, потому что
Если его не продамаживать, то он как раз и заберет город. Так, мы забрали этих челов. Вводим обратно. Вот так, остаемся с таким набором. Ну здесь я Носферу не успею снести, но я его отгоню к замку и там через дуэль. Ага, через дуэль не хватит ходов. Птицей рук добью. По колонне бьет, говоришь. Ой, призрак же по одному бьет. Предметов нету. Так, как раз 25. 3 тычки. Сюда одну. Ни хрена себе без промаха отработали работяги. Так. Немножко лавы. И сюда влетаем. У нее, наверное, тоже сотку сделали. Точность. Получается, я не имею права нападать, если у большой сотка точность. То как бы вечный бой получается. Что там, консультация идет? Можно и добить, пробовать. Ах ты, последний удар. Ну, ее надо добивать, иначе здесь будет передача скелета и какие-то ауты через большую. Не долетает. Надо, чтобы он здесь завяз прямо. Что у нас осталось? Вот эта одиночка.
Жезл снять. Здесь хватает ходов. Он пустой пошел? Нет, не пустой. И что-то у нас тут осталось на холм. Продаться некому. Получается, не найму жезловика в этом ходу. Хотя можно в лавку сбегать, тогда время есть. Что продать? Всякие варды. 10 монет. Талик на разум. У меня знамя. Земля. Смерти. Разум. Так, 40 секунд. Вода. Земля. Нужно 300 рублей. Одно такое зелье. 20. Припарочку. Еще припарку. Еще. Так, что-то продал. Теперь. Или отсюда ближе. Отсюда вроде не ближе. Так, всех засейвил. Что-то королева личей слишком жирноватая такая, чтобы ее пробивать. Не просто кольцо сжимать вокруг нее уже по мании. Теперь темповую 25 на 14. Земля. Конечно, какой буст дает привидение в отряде. Просто почти сразу побежал. Он даже в зону за 300 не пошел. Вот, 3 отряда цепанул. 3 отряда в зоне за 300. Все остальные в зоне за 900. То есть просто до призрака выкачиваешь, стопаешь его и по колонне параличишь. Получается, а пылесос такой жесткий получается. Этих большие не добил, блин, 2 рудника здесь прям. Кто эту зону контролить будет? Сюда надо геройчика. Ага, жезл вялый стал. Зато я могу забрать эту еще одну большую с моим полутрупом. Но по сути королева личей осталась в одиночке. Кошмарики. Ну, получается, ману тратит на всякую мышиную возню. Там, отбить город, забрать город. Что-то 50 монет придет, но мне этот город надо максимально долго удерживать, пробовать.
Было бы хорошо здесь руины добрать. 300 монет. У него броня под 50, 45 брони. Там арты надеты. Мне надо просто на глобалке отжимать все, что можно, и оформить ману себе. Ага. Тут еще 2 дракона за 3 косаря. Тиамат оружием бьет. Но он его законтролит, допустим, на весь бой. И Щадия тоже точно забирает. Без проблем. Да, я завоевал город, и здесь куча рудников. Там неужели там столько же? Один вижу. Куда эта зона расширяется? Какая-то здесь куция 2 рудника в зоне за 900. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, либо там 4 рудника оставшихся, либо неправильно поделили. Уже 22 хинаты. Ну, до 23 часов. Еще 40 минут у нас есть на доигровку. За кошмара дают 200. Но он уже быстрее ходит. Бежать, бежать. То я забираю, если без промахов. Ну, надо возле компа быть, чтобы время не терять.
Попал, молодец. Еще одно осталось. Так, заблоченный. Здесь тоже замок. Тут жезл. Я буду ставить, он будет снимать. Здесь нельзя, где можно. Так, черную ману немножко украл. Зачем? Еще здесь стек был. 6 рудников на таком клочке. А на кошмаре не качнутся эти номики, могут же. Кошмар бьет 40. Они могут вкачаться. 35, 75. Герой только одну тычку переносит. Маленькую баночку бы купить. Самую, ну хоть такую, 100 золота. Чтобы пережить кошмара. Просто на нем качнуть тир 2. Отбежит, возможно, кошмар. Можно нового героя купить, на нем докачать гномов. Ну что, Алекс Пит уже там. Начал биться. Через деф играем. Так, кому промазал он? Как эти не качнулись? Они с другой партии, что ли? Ну ладно. Качался этот. Уже хорошо. Так, можно уже не сидеть. Сносить жезл. Сидеть будет обычный вор. Кого больше покоцали? Того. Поддушивать королеву. Так, 29-13 по земле уже. Поддушивать. Ну что, надо уже возвращать свои силы в бой. Пару дней без боев. С кем остался вот в 900-й зоне такой отряд. И остался... ну, 2 трежери осталось. Как на руинах повесили вора. На руинах. Ладно. Там куда-то ушли, даже жезла не переделывал. Королева личей. Через бой можно здесь.
просто все заставим. Че по ударке, по магии. У меня такой ударной нету. Лавки. Так, 32 за 105 я дам суммарно землей и водой. Просто подкапливать ману. Выучу возмездие мира. Просто магией убивать его потиху и где-то рядом пастись. Кого подкачать хотелось бы. Чуть горцев, чуть этого стрелка. Да блин, тут некого особо подкачивать уже. Ну, долго всем. Так, русалка. Нормального горна не взял. Так. Один здесь. Второй побежал. Его можно уже через мореплавание на руины. Но это близко от королевы мечей. Сюда через мореплавание пробежать подальше. Разграбил одни руины. Так. Сэкономить ману. Сюда с двумя горгульями возмогаться. Это слишком далеко. Сколько прибывает? 325 уже рунной маны прибывает. Надо кого-то забрать, одного гномика хоть. Так уже получше будет. И где-то вот здесь стать еще. Можно лавку чекнуть. Радужный клинок. Так коплю ману, убиваю его заклинаниями. Сюда. Слишком близко будут два героя. Сюда можно стать. Этот герой как приманка работает. Так, он все позавоевывал. Побежит сюда тогда помогать. Этот тоже, но этот может наверх бежать. Через... куда-то создавать давление. Все вроде. Вот ходы остались. Все, минута. Охрана есть. Защита тоже есть. Так, что у нас 28 на 13 по земле.
Ну тут надо 2 прокаста давать таких, чтобы задний ряд снести. И это еще не факт, что я щелкаю скелетов. Но мана добывается, ловешка мутится. Преимущество в земле больше, чем в 2 раза. Щадьев он бьет. Еще 2 драконов добьет. Какие-то предметы выпадут. Или город без защиты. Здесь он не стал жезл ставить, куда-то туда забежал в самую глубь. Как же умирает дед. Ну, можно долбануть на 2 банки. А на 2 банки я не разведу. Банок там еще хватает, я думаю. Чисто призрака вынести. Он уже на драконов пойдет. То есть всех подряд. Для скелета нету здания. Просто толпой мужиков наваливаемся как-то. Быстро ходит уже. Это второстепенный герой. Острый глаз. Уже вроде здесь стоит. Так, ну я тоже руинки-то хочу добрать. Ну да, уже особо не сопротивляется. Понятно, мне интересно на глобалке по 500 минут ходы делать. Да, я закастую. Доиграем. Сейчас хочется еще какие-то руины забрать. Всю ману отжимаю себе. Тебе он не ходил. Сейчас просто опять ждать, пока он подойдет к компу между ходами. Попал хорошо. Не хватает ходов. Короче, они тут будут долго мурыжиться. Че по башне Пандемониус? Душегуба я смотрел. Пять и 5 по шеренге. С инициативой 40. Хочется драконов добрать только и все, наверное. Так, 3 маленьких банки. Зато передняя линия упырь.
Это вартость нацепить. Ледяной дождь. Талисман меча. Но вард, да, пока я нацеплю, они вообще все походят. У меня есть на разум. Разум, вода. Ну, на разум это упыря. Душегуб бьет, чем земля. 40 инициатива, 135. Купить на защиту от огня что-нибудь. Пожарочная стая. Живой доспех. Здесь купить что-нибудь, свиток. Сила. Меткость. Посох какой-то. Слабость. Здесь в этой лавке нету ничего. Он не походит даже. Вода, там землю я продал. Огонь. Можно ему накинуть. Баф на точность. Ну, сила-то можно накинуть, купить, накинуть. Здесь нету свитки. И меткость, например. Чтобы наконец-то промахи устранить. Запандемонился, мы выпиливаем. Чем лишь как бы на воздух можно было бы какой-то вард кинуть. На оружие варда у меня нету. Смерть. Разум. Стойкость много очень маны жрет. Здесь все дорого. Ладно, поддемонился, отстреливаем. У нас хилки нету. Вот инициатива маленькая. 100%. Так, 71 у него. Тут вроде пожирнее. Они все отстреливают. Дудка. Ну, один откисает, челик. Там даже не обязательно этой сферой заряжать.
Ну, 40. Ну, принцессу некому бить. Точнее, нет, нормально все. Этот тоже выживает по промахам. Апнулся еще один. Руины за 900. Перский партизан. Точность. Это релик. Все. Типа это крутой релик. Что опять? 80 на руины эти. Типа крутые руины. Ссылку. У меня как раз на разум. На разум знамя. Такие денег дали. Какой-то, ну да, осталось героя, но многовато без инструктора. Медленно качается. Так, вот так как-то. Самым носом здесь пошариться у него. Так. Протравка. Вообще 30%. Голый идет. Промахи. Так, что осталось? Тут гном. 40 секунд. Просто подводим всю эту толпу. Ну, типа все возле его замка ману захватывают. 31 на 12. Приход хороший. Копим ударное заклинание. Еще могильный голем стоит. Ну, конечно, призрак решает в раскачке просто жестко. Здесь можно 4 стрелка поставить. Ну здесь надо, чтобы знамя работало против суккубы. Ага.
подловил вора одного. Нет, даже не подловил. Большую добивать нужно было. Ну, возле этих драконов можно и раниться, в принципе. Забрать руины еще за 900, чтобы деньги были. На могильного. Что могильный делает в нейтралах. Ищем его. По 85 бьет по области 2 на 2 землей. 500 хп. Игроки с землей. Но там уже откисает. Интересно, здание он сможет построить для скелетов чемпиона. Для призрачного воина. Можно ману не тратить, просто сидеть, подкапливать и как бы еще что-то с посохов получить, со свитков. Вот как город разросся, всю локацию завоевал. Сколько мы играем? Уже 6 часов. Но тоже долго на ТММ эти карты. Довольно долго получается. Какие-то банки пьет еще. Синего дракона пошел. Банки на резисты. Чуть продувка пошла. Он будет бить последнего дракона. Я могу уже поближе сюда стать. Еще прокастов не хватает на 4 каста. Где у нас рынок ресурсов? Здесь. Доход 275 моей. Здесь забрался рудник. Прям пока я все это перезавоевываю, время пройдет. А, все, залив. Вроде королева отъехала. Не вроде, а как бы точно. Что получается, он дал вардс на синего дракона.
или на зеленого, а должен был в контроле держать синего. Но тут еще стражник подстреливает огнем. Но как-то у Вадима спрошу, если он смотрел, в чем там суть заливки была на синем драконе. Но отряд жесткий. И насколько мне дамага хватало в последний ход. Получается 300 рун. 105. Ну тут по эликсиру не хватает. Если менять чисто бабки. Допустим, я заберу сейчас руины. Там ближников мощных нету, но... реликт есть, если реликт алхимика перегонит. Типа, ладно, пофиг. Надо забрать руинки. Чтобы было денег, я хочу посмотреть, сколько я макс дамаг могу в этот ход продамаживать. Точность не кастанул. 72 повреждения. Шеренги. Кто еще не ходил гаст? Кто тут самый здоровый? Такой чел, например. Гаст тоже сейчас будет просаживаться. Вард он сбил. Так, даем атаку герою, чтобы посмотреть сферу ледяного дождя. 900 лавы, стяг нежити. К первой атаке на магии смерти. Рух я не смогу. Понятно. И на кем тут? Ну, типа рух 100 маны съедает. Допустим, на рынке ресурсов я вымениваю. Эльфийской маны. Где-то 2 соточки. Потом остальное в свою ману. Сильно не надо. Ну давай до косаря. 275. Так, это у нас получается сколько? 275. Типа 1200 рун надо на 3 прокаста, на 4 прокаста. И 1100 эльфийская. Эльфийская. Раз хватает 1100 и 1200 моей. Деньги закончились. Можно чуть яповскую ману поменять. 1100 эльфийской. Вот оно и 1200 моей. 1200 менять на ману смерти. Ману смерти там где-то 200 надо оставить. Так, и пошла бы задувка какая. Ну вот на драконе, допустим. Или надо на челе с вардами проверить, посмотреть. У кого тут варды есть.
иммунитет у элементаля. Ну, как бы ладно. Землей и водой. У него точно от этого нету вардов. Это получается 210 урона. Целый отряд за 900 упал с такого прокаста. Ну, короче, даже в этот ход хватало мне на 210 урона в него. А там уже добивать можно чем угодно. Все, всем спасибо, кто смотрел. Потная катка на 6,5 часов. Было интересно. Соперник Олег оказал достойное сопротивление. И герой у него гораздо раскачаннее, чем мой. Но на глобалке особо не стал сильно бороться. Всем пока, до новых